Итак, приветствую всех, друзья мои, на моем канале. Сегодня будет короткое видео на тему, как минимальными средствами и отличным качеством подвернуть край кожи. Это достаточно важная такая тема, потому что край кожи, допустим, вот в кошельке, внутренняя часть, если она не подвернута, то за счет того, что часто очень открывается, закрывается кошелек, и в этом месте вы рукой постоянно пальцем его оттягиваете, здесь он быстро изнашивается. Так вот, вот эту внутреннюю часть обязательно нужно подворачивать. То есть нужно кожу подвернуть таким образом, чтобы она не была здесь толстая, чтобы с внутренней стороны ничего не цеплялось за вот эту вот часть, там где она подвернута. Собственно говоря, подворот кожи используется очень часто во многих изделиях, в сумках, в кошельках. Вот в данном случае я хочу продемонстрировать это на примере кошелька. Как это работает, и как самое главное, как это сделать быстро и качественно, с минимальными затратами, самое главное. То есть не нужны там дорогостоящие шлифовальные ножи, брусовочные машины и так далее, и так далее. То есть это все дорого, это все. Мы сейчас не про это. Что для этого нам понадобится? Для этого нам понадобится у любого начинающего кожевника наверняка есть вот такие вот. Это самый дешевый канавкорез. Самый дешевый канавкорез. Раз, это обязательно, кстати говоря, но это как лайфхак, можно даже озвучить, что мы его будем использовать в качестве лайфхака. Объясню потом как. То бишь, канавкорез и французская стамеска. То есть, кто привык пользоваться шлифовальным ножом, да без проблем, пожалуйста. Ну, я покажу на примере французской стамески. Естественно, все эти инструменты и это должны быть хорошо заточены. Собственно говоря, приступаем. Значит, внутренняя часть кошелька, как мы понимаем, вот она. Вырезали мы, это кожа, это козочка, толщиной 0,8-0,9 мм. Вот, она достаточно плотная, она хорошо держит форму, отличная выделка. Значит, что мы делаем? Мы вырезали, так как у меня кошелек 9 сантиметров толщиной, значит, мы вырезаем кусочек кожи, соответственно, 10 сантиметров, чтобы 1 сантиметр у нас пойдет на подворот. Даже не 10 миллиметров, а 8 миллиметров у нас пойдет на подворот, и 2 миллиметра мы оставим, если у нас где-то что-то перекосится. Но этого как бы не должно случиться. Берем обычная ручка и отмечаем здесь 8 миллиметров с этой стороны. Проводим линию. Так. А теперь, собственно говоря, этот лайфхак. Для чего нужен канавкорез? Если мы просто срежем край кожи на брусовочной машине, шлифовальным ножом или там французской стамеской, неважно. Если мы просто срежем край кожи, то когда мы ее будем заворачивать, вот видите, она упирается. То есть ее не так просто завернуть, еще и ровно. То есть, опять-таки, где-то срезал больше, где-то срезал меньше. Напряжение кожи в разных местах будет разное, и из-за этого будут волны. Чтобы этого не было, мы по этой линии разметочной, мы делаем канавку. Причем канавку мы делаем не по одной линии, а немного, то есть две толщины линии должно быть. Раз. Срезали. Теперь чуть-чуть
Отступили в глубину, миллиметр буквально. И срезали еще раз. Вот. Вот у нас получилась такая канавочка. И теперь смотрите, что происходит. Теперь по этой канавке совершенно легко кожа ложится идеально ровно, четко по канавке. Далее. А дальше дело техники, как говорится. Берем французскую стамесочку и вот этот край мы его спускаем в ноль. Крайний край мы спускаем в ноль. Вот. Здесь ближе к канавке в ноль не надо спускать. То есть мы начинаем и погнали. Кто-то это может сделать за один раз, кто-то не за один раз. Это дело техники, кто как наловчился. Вы когда это будете делать, вы даже будете чувствовать, где вы срезали больше, где меньше. Все. Вот практически в ноль срезано. Следующий момент. Опять-таки с помощью ручки смотрим. Теперь нам это дело нужно приклеить очень хорошо. Вот смотрим, где у нас край здесь. Где у нас край здесь. Провели. Все. Теперь надо это дело склеить. Раз и два. Клей Наирит. Очень хороший клей для этих целей. С помощью шпателька можно взять пластиковую карту, можно на ваш выбор. И вот так вот аккуратненько, значит, мы по этой линии, оп, раз. Есть. Теперь приклеиваем, начиная от центра желательно. У вас приклеиваться он будет четко по линии, которую мы сделали канавкорезом. Вот проверяем. Идеально ровно. Идеально ровно. Теперь простучали. Все. У вас ничего не топорчится, ничего не загибается. Срез получается идеальный. Край, внутренний край. Но опять-таки нужно это все дело зафиксировать, поэтому мы здесь прокладываем шов. Вот. Он, во-первых, и как декоративный смотрится очень красиво, и выполняет свою прямую функцию, то есть он держит, чтобы здесь ничего не расклеилось. Оно не расклеится и так, никуда оно не денется. Тут зацепиться не за что. Вот. Итак, сейчас мы пробиваем здесь отверстие под шов, прошиваем и в итоге покажу, что получится. Итак, пробили, прошили, отстучали. Все швы обязательно нужно
молоточком отстукивать, чтобы шовчик ложился ровненько, чтобы он находил свое место, и тогда он будет выглядеть как положено. Ну что ж, вот такое видео. Кому было полезно и кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много впереди еще всякого разного интересного. Опять же, если вам интересен такой формат видео, коротенький, то есть конкретная тема, пишите комментарии, опять-таки ставьте лайки. Все, эту деталь мы уже можем использовать в дальнейшем в нашем кошельке, в любом другом. На сегодня все. Всего хорошего. Всем пока.